Привет! Карта хребта 10 опасностей– идеальный путеводитель для тех, кто хочет умереть. Стоило героям ею завладеть, как золотой король носорогов отправил элиту. Тунь Юй рассеялся в едкий туман, чтобы стать неуязвимым, и это его погубило. Хань Ли выжег сферу времени на пределе, замедляя схлопывающийся туннель, и в последний миг они ушли через одноразовый телепорт прямо во владение короля черных ласок. Носорог не прыгнул следом. Вторжение означало войну. Геополитика спасла там, где артефакты не справились бы. Теперь герои замаскированы под низших демонов в чужом городе. Именно среди таких существ нашим героям теперь нужно раствориться бесследно. А теперь слушаем дальше. Глава 786. Тоска по смертному миру. Понятно. Похоже, в царстве дьявола к родословным относятся очень серьезно. Задумчиво произнес Хань Ли. В нашем священном царстве превыше всего ценится власть, и более слабые племена, как правило, порабощаются и угнетаются более сильными, поэтому к иерархии родословных действительно относятся очень серьезно, особенно в горном хребте 10 опасностей. Из всех 10 опасностей только король черных ласок более снисходителен в этом вопросе, и именно поэтому сюда перебралось множество племен низкого ранга. Вздохнул Ши Чуанькун, явно недовольный положением дел. Хань Ли никак не отреагировал на это. К этому моменту они уже добрались до окраины города. Вблизи город казался еще более величественным, а его высокие городские стены граничили с береговой линией. Вдоль городских стен через равные промежутки располагались городские ворота, и у каждых ворот были причалы, где швартовались гигантские корабли, создавая оживленную и шумную картину. Это довольно красивый город. Несмотря на то, что он был построен демоническим зверем, он ничем не отличается от города в царстве бессмертных. Заметил Хань Ли. Из всех 10 опасностей король черной ласки ближе всего к миру смертных, он поощряет бизнес и торговлю, поэтому, несмотря на то, что на его территории проживает не так много высокоранговых племен, их общая сила все равно не вызывает сомнений. Сказал Ши Чуанькун. Похоже, что короля черной ласки можно назвать мудрым правителем среди 10 опасностей. Сказал Хань Ли. Полагаю, в какой-то степени можно и так сказать. Ответил Ши Чуанькун со странным выражением лица. Хань Ли был заинтригован реакцией Ши Чуанькуна, но не стал задавать вопросов. «Пойдем», — сказал Ши Чуанькун, и они вдвоем полетели к ближайшим городским воротам, где несколько солдат в черных доспехах проверяли тех, кто входил в город. Однако проверки были не слишком строгими, и Ши Чуанькун подошел к стражникам у городских ворот, чтобы перекинуться парой слов, затем передал им несколько черных кристаллов, и им обоим разрешили войти в город. Хань Ли прошел через городские ворота, затем окинул взглядом окрестности и одобрительно кивнул, увидев то, что хотел. Улицы и здания в городе были довольно чистыми и ухоженными, а сами улицы, в частности, были более 100 футов в ширину и вымощены очень ровным черным кирпичом. По обеим сторонам улицы было припарковано множество экипажей, запряженных темно-зелеными животными с телом, как у лошади, но головой, как у змея. Владелец одного из экипажей немедленно подошел к Хань Ли и Ши Чуанькуну. Это был невысокий молодой человек с темно-красными чешуйками на руках и ногах, и он находился только на стадии зарождающейся души. У молодого человека были яркие и умные глаза, и он с энтузиазмом спросил: «Вы впервые в городе Черной Ласки? Пожалуйста, подумайте о том, чтобы нанять мой экипаж, это будет стоить всего 1 первоклассный дьявольский камень в день. Меня зовут Лусе, я всю жизнь прожил в этом городе, поэтому хорошо знаком с его планировкой. Почему все должны ездить в каретах? Разве в городе запрещено летать?» — спросил Ши Чуанькун. Действительно, король черных ласок запретил полеты в городе, и в небе действуют ограничения на полеты, поэтому люди в городе могут передвигаться только пешком или в карете. Ответил Лусе. Ши Чуанькун переглянулся с Хань Ли, затем кивнул и сказал: «Мы действительно впервые в городе Черной Ласки, и мы здесь, чтобы кое-что купить. Если вы хорошо справитесь, я могу дать вам 2 первоклассных дьявольских камня в день». Лусе был в восторге от этих слов и поспешно ответил: «Вы можете на меня рассчитывать, старший». С этими словами Хань Ли и Ши Чуанькун сели в карету и отправились в путь. Зеленые существа, похожие на лошадей, были довольно быстрыми, и окружающий пейзаж проносился мимо, как в тумане. «Есть ли какие-то запреты в городе Черной Ласки, Лусе?» — спросил Хань Ли, осматриваясь по сторонам. «Есть. Самое строгое из них — это запрет на драки, независимо от причины. Любой, кто нарушит это правило, будет схвачен и лишен своей базы для совершенствования.
В городе также действует комендантский час, и с наступлением ночи нужно либо покинуть город, либо найти гостиницу. Любой, кого поймают за ночными прогулками по городу, будет схвачен и подвергнут очень суровому наказанию. Ответил Лу Се. «Почему здесь действует комендантский час?» — спросил Хань Ли. Ограничения на полеты и сражения казались ему разумными, но ночной комендантский час был довольно неожиданным. Для культиваторов не было разницы между днем и ночью, и, учитывая, насколько развит был деловой сектор в городе Черной Ласки, все магазины должны были быть довольно оживленными. Ночной комендантский час фактически сокращал рабочее время вдвое, и это должно было иметь серьезные последствия. Король Черной Ласки ввел ночной комендантский час. Он говорит, что люди должны возвращаться домой по ночам и что бродить по улицам ночью неприлично. Объяснил Лу Се с немного смущенным выражением лица. Услышав это, Хань Ли потерял дар речи. Он думал, что у короля черных ласок должна быть какая-то особая причина для введения ночного комендантского часа, но это было совершенно неожиданно, и его мнение о короле черных ласок немного изменилось, когда он услышал об этом. Неудивительно, что Ши Чуанькун так странно выглядел, когда говорил о короле черной ласки. «Расскажи нам о городе Лу Се». Вмешался Ши Чуанькун. Лу Се явно почувствовал облегчение от того, что разговор свернул с темы короля черных ласок, и сказал: «Город черных ласок разделен на 9 районов, в 3 центральных районах живут король черных ласок и армия черных ласок, находящиеся под его непосредственным командованием. Из 6 оставшихся районов 3 являются обычными жилыми районами, и они довольно большие, но там живут только низкоранговые племена, так что смотреть там особо ни на что. 2 из оставшихся 3 зон также являются жилыми районами, но предназначены для высокопоставленных племен и могущественных существ, таких как вы, а последняя зона — это деловая зона, где можно найти почти все лучшие магазины города. Там продаются почти все материалы премиум-класса и дьявольские сокровища, и за вход в эту зону взимается небольшая плата, но я уверен, что для культиваторов вашего уровня это не проблема. Мы приехали в город Черной Ласки, чтобы купить немного теплого нефрита пурпурного солнца. «Вы знаете, где продается этот материал?» — спросил Ши Чуанькун. Теплый нефрит — очень редкий ресурс, добываемый в нашем городе, и спрос всегда превышал предложение. Кроме того, такие люди, как я, не владеют информацией о текущей ситуации на рынке пурпурного солнечного теплого нефрита. Все, что я могу сделать, это отвезти вас в лучшие магазины города и надеяться, что вы найдете там то, что ищете. Извиняющимся тоном ответил Лу Се. «Хорошо, отвези нас туда», — ответил Ши Чуанькун. В любом случае, он не ожидал, что Лу Се что-то узнает, и Лу Се поспешно дал утвердительный ответ. Час спустя карета остановилась перед гигантскими городскими воротами в глубине города. Районы города были разделены более короткими городскими стенами, и, глядя через городские ворота, можно было увидеть ряд высоких и роскошных магазинов, а также толпы людей, входящих и выходящих из них. Это было оживленное и шумное зрелище. Это была торговая часть города, и карету остановили стражники в черных доспехах, стоявшие у городских ворот. Чтобы войти в торговую зону, каждый человек должен предъявить 1 высококачественный дьявольский камень, так что на вас 3 придется 3 высококачественных дьявольских камня», — заявил один из стражников. Услышав это, Лу Се с немного смущенным видом повернулся к Хань Ли и Ши Чуанькуну. Вообще говоря, эту плату всегда вносил пассажир, но Хань Ли и Ши Чуанькун только что приехали в этот город, поэтому, возможно, не знали об этом негласном правиле, а Лу Се не сообщил им об этом заранее. К счастью для Лу Се, ни один из них не поднял шума, и Ши Чуанькун бросил 3 высококачественных дьявольских камня в бронированного стражника, что позволило им войти в торговую зону. «Спасибо, старший», — с благодарностью сказал Лу Се, и карета покатила по улице в сторону торгового района. Вскоре после этого карета остановилась перед 5-этажным павильоном, который выглядел довольно непримечательно, но в него и из него заходило много людей. Над входом в павильон висела табличка с надписью «Парящий золотой павильон». Это один из крупнейших магазинов в городе, представил Лу Се. На первый взгляд в нем нет ничего особенного, но он работает уже более 10 тысяч лет и обладает огромными ресурсами. Пожалуйста, не стесняйтесь, заходите внутрь, и я подожду вас здесь. Хань Ли и Ши Чуанькун вышли из экипажа, прежде чем войти в магазин, и Хань Ли незаметно огляделся, чтобы убедиться, что все в порядке. Как только они вошли в магазин, их тело окутало слабая дьявольская ци, и на мгновение у них помутилось в глазах, после чего они внезапно оказались в гигантском зале размером в 1000 футов. Увидев это, Хань Ли приподнял бровь. Конечно же, в здании было нечто большее, чем казалось на первый взгляд, и его внутреннее пространство было намного больше, чем можно было предположить по внешнему виду. Кроме того, он только что обнаружил сенсорную ауру в этом всплеске дьявольских колебаний ци, которая, скорее всего, была направлена на изучение их основ культивации. Однако и он, и Ши Чуанькун скрывали свои истинные уровни развития,
и проверки на этом уровне было недостаточно, чтобы увидеть их истинную сущность. Вдоль стен зала стояли гигантские витрины с товарами. В витринах слева было представлено все виды сырья, а в витринах справа — готовая продукция, такая как таблетки и дьявольские сокровища. Эти шкафы были расставлены очень аккуратно и единообразно, что позволяло покупателям быстро находить нужные им товары. За каждым прилавком стоял сотрудник в зеленой униформе, и все они обслуживали покупателей с теплыми улыбками на лицах. Все эти сотрудники были гуманоидами, и в них едва ли можно было разглядеть какие-либо нечеловеческие черты. Хань Ли и Ши Чуанькуну подошла красивая сотрудница в зеленой мантии и почтительно сказала: «Добро пожаловать в наш парящий золотой павильон, старшие. Мы не имеем права обслуживать уважаемых гостей на стадии истинного бессмертного, поэтому, пожалуйста, позвольте мне проводить вас к администратору». Глава 787. Поход по магазинам. «Веди», — небрежно сказал Ши Чуанькун. Женщина в зеленом платье сделала, как ей было сказано, и отвела Хань Ли и Ши Чуанькуна в отдельную кабинку, где им предложили различные виды фруктов, закуски и чай. Эти темные фрукты и чай — весенний туман, фирменные местные продукты горного хребта 10 опасностей. Не стесняйтесь попробовать их, товарищ Даосли, предложил Ши Чуанькун. Хань Ли поднял чашку с дымящимся чаем, сделал небольшой глоток и слегка кивнул. В этот момент дверь кабинки открылась, и внутрь вошла молодая женщина в розовом платье. Она тоже приняла человекоподобную форму, и на ней не было никаких видимых нечеловеческих черт. «Простите, что заставила вас ждать. Я Мэй Лан, администратор плавучего золотого павильона», представилась молодая женщина. Пока она шла, в воздухе вокруг нее появлялись букеты розовых цветов, источая благоухающий аромат. Хань Ли приподнял бровь при виде молодой женщины, находившейся на пике стадии золотого бессмертного. Похоже, она была демоном-деревом, и какие бы искусства совершенствования она ни использовала, они тоже были весьма примечательными. Хань Ли было довольно странно, что кто-то с таким уровнем развития служит простым администратором в этом парящем золотом павильоне, но он быстро понял, что это, скорее всего, деловая тактика павильона. Отправив клиенту администратора с гораздо более высокой базы развития, парящий золотой павильон сможет оказать на клиента ненавязчивое давление, тем самым перехватив инициативу. Однако такая тактика, естественно, не подействовала на Хань Ли и Ши Чуанькуна, и они продолжали сидеть и пить чай с совершенно невозмутимым видом. Мэй Лан была слегка ошеломлена невозмутимостью, которую демонстрировал дуэт Хань Ли, но выражение ее лица также осталось неизменным, когда она села напротив них и спросила: «Чем я могу вам помочь сегодня, уважаемые гости?» Ши Чуанькун небрежно поставил чашку на стол, затем перевернул руку и достал браслет в хранилище, который бросил Мэй Лан со словами: «Мы слышали, что парящий золотой павильон — один из крупнейших магазинов в городе Черной Ласки, и хотели бы обсудить с вами кое-какие дела. Вот залог». Услышав это, Мэй Лан слегка удивилась, но все же поймала браслет и, осмотрев его содержимое с помощью своего духовного зрения, мгновенно изменилась в лице. Внутри браслета хранилища лежали 500 тысяч дьявольских камней, аккуратно сложенных в стопки, и это было потрясающее зрелище. Осознав, что она потеряла самообладание, Мэй Лан поспешно взяла себя в руки, затем опустила браслет в хранилище и сказала: «Для нашего плавучего золотого павильона большая честь, что вы выбрали нас. Могу я спросить, чем я могу вам помочь сегодня?» При виде этого в глазах Хань Ли мелькнуло веселье. Мэй Лан намеревалась запугать их двоих своей превосходящей силой, но Ши Чуанькун применил ту же тактику против нее, одержав верх благодаря такому огромному состоянию. Здесь происходило негласное соревнование, и Ши Чуанькун одержал верх, как и следовало ожидать от такой важной фигуры в доме Великого Истока. «Мы хотим купить партию высококачественного теплого нефрита пурпурного солнца», прямо заявил Ши Чуанькун. Услышав это, Мэй Лан слегка изменилась в лице и ничего не ответила. «Вы не заинтересованы в заключении такой сделки?» — спросил Ши Чуанькун. «Пожалуйста, не поймите нас неправильно. Мы, конечно, очень хотим вести с вами дела, но теплого нефрита «Пурпурное солнце» всегда было очень мало, и у нас нет даже теплого нефрита «Пурпурное солнце» среднего качества, не говоря уже о теплом нефрите «Пурпурное солнце» высокого качества», — объяснила Мэй Лан с неловким выражением лица. «Я знаю, что теплого нефрита «Пурпурное солнце» всегда не хватает. Как насчет этого? Мы готовы заплатить вам дополнительно 30% сверхрыночной цены, но товар, который вы поставляете, должен быть хорошим», — предложил Ши Чуанькун. «Вы неправильно поняли мои намерения, уважаемый покупатель. Я не пытаюсь повысить цену. Я просто говорю правду. Я полагаю, что вы двое не из города Черной Ласки, верно? Возможно, это прозвучит немного грубо, но вы, похоже, плохо разбираетесь в рынке теплого нефрита пурпурного солнца».
Хотя в этом городе действительно добывают теплый нефрит пурпурного солнца, объемы добычи изначально были крайне малы, и большая часть этого ресурса находится под контролем короля черных ласок. Несмотря на то, что мы являемся одним из крупнейших магазинов в городе черных ласок, у нас очень мало теплого нефрита пурпурного солнца, и весь он низкого качества. Объяснила Мэйлан с кривой улыбкой. Услышав это, Хань Ли и Ши Чуанькун слегка нахмурились. «То есть ты хочешь сказать, что не можешь нам помочь?» — спросил Ши Чуанькун. «Если вы ищете что-то другое, то я буду рада помочь, но я действительно обессилена, когда дело касается теплого нефрита пурпурного солнца. Пожалуйста, примите мои искренние извинения». Вздохнула Мэйлан. «В таком случае я не буду настаивать», — сказал Ши Чуанькун, возвращая свой браслет в хранилище, в то время как Мэйлан смотрела на него с тоской. «Вы только что упомянули, что у вас есть запас низкосортного теплого нефрита «Пурпурное солнце», верно? Я бы хотел взглянуть на него, если можно». Внезапно сказал Хань Ли. Услышав это, Мэйлань просияла и тут же ответила: «Хорошо, пожалуйста, подождите минутку». После ухода Мэйлань Хань Ли взмахнул рукавом, наложив на комнату запрет, а затем спросил: «Как вы думаете, товарищ Дао Ши, она только что говорила правду?» Пока она говорила, я использовал секретную технику, которая в определенной степени позволяет проверить правдивость слов, и эта секретная техника подсказала мне, что она, похоже, не лгала. Ответил Ши Чуанькун. «В таком случае нам действительно будет довольно сложно достать высококачественный теплый нефрит пурпурного солнца», сказал Хань Ли, нахмурив брови. «Нам просто нужно сделать все, что в наших силах, а если не получится, то так тому и быть. Эффективность пурпурного теплого нефрита разных сортов сильно различается, а пурпурный теплый нефрит низкого качества оказывает довольно посредственное воздействие на душу, так что он нам не очень-то поможет», ответил Ши Чуанькун. «В любом случае, если это может помочь плачущей душе, то мы не можем позволить себе упустить такую возможность», сказал Хань Ли. Ши Чуанькун лишь улыбнулся и ничего не ответил, после чего они оба погрузились в свои мысли. Вскоре снаружи послышались шаги, и Хань Ли снял ограничение в комнате, после чего дверь открылась. Мэйлан вошла в комнату с фиолетовой нефритовой шкатулкой в руках и поставила ее перед Хань Ли, сказав: «Извините, что заставила вас ждать. Это весь теплый нефрит, пурпурное солнце, который есть в нашем магазине». Хань Ли открыл нефритовую шкатулку и увидел в ней от 2 до 3 десятков пурпурных кристаллов размером с кулак, которые слабо светились пурпурным. Однако на этих кристаллах были заметны глазу дефекты и пятна, которые также несколько приглушали пурпурный свет, исходящий от кристаллов. Он взял в руки один из пурпурных кристаллов, и тот оказался теплым на ощупь. Более того, он излучал тепло, которое окутывало его разум и душу, заставляя их чувствовать себя так, словно они греются в теплом весеннем ветерке. Глаза Хань Ли сразу же загорелись, когда он почувствовал это. Похоже, этот теплый нефрит, пурпурное солнце, действительно мог улучшить состояние плачущей души. Все это низкосортный теплый нефрит, пурпурное солнце, но это все равно не то, на что стоит смотреть свысока. «Что вы думаете, уважаемый покупатель?» — спросила Мэйлан. «Сколько ты хочешь за этот теплый нефрит пурпурного солнца?» — спросил Хань Ли, положив пурпурный кристалл обратно в нефритовую шкатулку. После недолгого раздумья Мэйлан назвала цену, которая была на 10% выше рыночной. Цена была в пределах ожиданий Хань Ли, и ему было лень торговаться, поэтому он кивнул в знак согласия. Заполучив инструменты для хранения Ти-Юя и Тун-Юя, он в настоящее время располагал довольно большим запасом дьявольских камней происхождения, так что для него это не было значительной суммой. Он убрал фиолетовую нефритовую шкатулку, затем призвал кольцо хранилища и передал его Мэйлан. «Спасибо за вашу поддержку», — с улыбкой сказала Мэйлан, бегло осмотрев содержимое кольца хранилища. После заключения сделки Хань Ли и Ши Чуанькун сразу же ушли, а Мэйлан сопровождала их до самого входа в павильон плавучего золота. Лусия все это время ждал их и сразу же подошел к ним, как только они вышли из магазина. «Как все прошло, старшие?» «Не задавай лишних вопросов. Просто выполняй свою работу и отвези нас в следующий магазин», — холодно ответил Ши Чуанькун. Услышав это, Лусия слегка вздрогнул и поспешно дал утвердительный ответ. Вскоре карета остановилась перед высокой пагодой, и Хань Ли с Ши Чуанькун вошли в лавку, а вышли оттуда почти через час. «Вези нас к следующему», — распорядился Хань Ли. В общей сложности они вдвоем обошли 6 или 7 крупных магазинов до наступления ночи, скупив все запасы теплого нефрита «Пурпурное солнце». В ту ночь они остановились в гостинице. В своей комнате Хань Ли сложил руки в жесте, после чего из его рукавов вылетело множество флагов, которые опустились по всей комнате, создав несколько световых барьеров. После этого он сотворил дверь из серебристого света и вошел в царство цветущей ветви.
В бамбуковом павильоне плачущая душа лежала на кровати без сознания. Ее кожа была такой бледной, что щеки казались почти прозрачными, а из ее тела поднимались маленькие облака черной ци, прежде чем рассеяться в воздухе. При виде этого на лице Хань Ли появилось мрачное выражение. Состояние плачущей души значительно ухудшилось с тех пор, как он в последний раз навещал ее несколько дней назад, и скорость, с которой рассеивалась ее жизненная энергия, также резко возросла. Сделав глубокий вдох, чтобы успокоиться, он взмахнул рукавом в сторону ближайшего стола, и на нем, вспыхнув лазурным светом, появились 5 или 6 нефритовых шкатулок, в которых в общей сложности было более 200 кусочков теплого нефрита «Пурпурное солнце», и все они были низкого качества. Несмотря на то, что ему не удалось купить ни одного кусочка теплого нефрита «Пурпурное солнце» среднего качества, он надеялся, что такое большое количество теплого нефрита «Пурпурное солнце» низкого качества сможет помочь плачущей душе. Единственной проблемой было то, что покупка такого количества теплого нефрита «Пурпурное солнце», скорее всего, уже привлекла к нему внимание тех, кто был в курсе событий в городе Черных Ласок. К счастью, город был процветающим деловым центром, куда съезжалось множество торговцев со всей округи, так что их деятельность не вызывала особых подозрений. Однако после некоторого обсуждения с Ши Чуанькуном они решили, что останутся еще на один день, чтобы купить больше теплого нефрита «Пурпурное солнце», прежде чем покинуть город, чтобы избежать ненужных проблем. Глава 788. Неожиданная сделка. Взяв в руку 3 кусочка теплого нефрита «Пурпурное солнце», Хань Ли осторожно положил их на лоб, сердце и нижнюю часть живота плачущей души в соответствии с методом, которому его научил Ши Чуанькун. Фиолетовый свет, исходящий от 3 кристаллов, мгновенно слегка усилился, а затем снова стал обычным. Увидев это, Хань Ли слегка нахмурился и сел на землю, скрестив ноги, чтобы понаблюдать за плачущей душой. Прошло несколько минут, но ни в кусочках теплого нефрита «Пурпурное солнце», ни в плачущей душе ничего не изменилось, и при виде этого лицо Хань Ли слегка помрачнело. Несмотря на то, что этот теплый нефрит «Пурпурное солнце» был низкого качества, он думал, что он окажет какое-то положительное влияние на плачущую душу, даже если не сможет полностью вылечить ее. Сказав это, он уже был готов к такому исходу и сразу же поднялся на ноги, прежде чем установить на земле шестиугольный массив размером около 3 метров. В центре массива находилась круглая область, а по всему массиву были разбросаны 16 ячеек. Хань Ли окинул взглядом окружающее пространство, чтобы убедиться, что магический круг установлен правильно, затем взмахнул рукавом, высвобождая поток лазурного света, который подхватил тело плачущей души и аккуратно опустил ее в центр круга. После этого он поместил 16 кусков теплого нефрита «Пурпурное солнце» в ячейки массива, а затем наложил магическую печать в центр массива. Шестиугольная матрица тут же засветилась, как и 16 кусков теплого фиолетового нефрита, которые испускали вспышки фиолетового света, распространявшиеся вдоль линии матрицы, прежде чем собраться вокруг тела плачущей души. Вокруг нее мгновенно появился слой фиолетового света, и ее аура сразу же стабилизировалась, в то время как скорость рассеивания ее внутренней энергии значительно снизилась, но не прекратилась полностью. Увидев это, Хань Ли слегка нахмурил брови. Энергия, содержащаяся в теплом нефрите «Пурпурное солнце», была особенной, и ее было трудно использовать. Этот массив казался довольно простым, но на самом деле он был чрезвычайно глубоким, и он был создан после кропотливой работы по изменению массива для сбора духовной энергии. С помощью этого массива он смог повысить уровень теплого нефрита «Пурпурное солнце» с низкого до среднего, но, похоже, этого было недостаточно. Это означало, что если он хотел усилить воздействие массива на плачущую душу, ему пришлось бы заменить весь низкосортный теплый нефрит пурпурного солнца в массиве на теплый нефрит пурпурного солнца среднего качества, что на данный момент было ему совершенно не по карману. Помня об этом, Хань Ли мог лишь тяжело вздохнуть. Казалось, что его единственной надеждой сейчас было отправиться вместе с Ши Чуанькуном в город Ночного Солнца и найти этого великого жреца. К счастью, скорость рассеивания энергии плачущей души уже значительно снизилась, и этого должно быть достаточно, чтобы продержаться до прибытия в город Ночного Солнца. Однако у него было всего около 200 кусочков низкосортного теплого нефрита пурпурного солнца, и он не знал, надолго ли его хватит, поэтому ему придется купить еще. «Я обещаю, что спасу тебя, плачущая душа». Торжественно поклялся Хань Ли, после чего покинул пространство цветочной ветви и вернулся в свою комнату. Ночь прошла без происшествий. На следующее утро Хань Ли и Ши Чуанькун расплатились за номера и покинули гостиницу. Поскольку мы собираемся остаться здесь всего на один день, у нас не так много времени, поэтому я думаю, что нам стоит разделиться. «Что ты думаешь, брат Дао Ши?» — предложил Хань Ли. Звучит как хорошая идея. Так мы сможем посетить больше магазинов, но не забывайте быть начеку и поддерживать постоянную связь. Ответил Ши Чуанькун. Конечно.
Кроме того, низкосортный теплый нефрит «Пурпурное солнце» может не представлять для вас особой ценности, но он очень полезен для меня, поэтому, если вам доведется его найти, пожалуйста, купите его для меня, а я компенсирую вам расходы после мероприятия. Сказал Хань Ли. Вам не нужно меня благодарить. Если бы не товарищ даосист «Плачущая душа», я бы погиб в адской тюрьме в городе Асура. Поскольку этот пурпурный солнечный теплый нефрит предназначен для нее, это меньшее, что я могу сделать в благодарность за спасение моей жизни. Сказал Ши Чуанькун. Вы можете быть уверены в моей благодарности. Сказал Хань Ли. Они вдвоем вышли из гостиницы, и Лусе уже ждал их у входа с широкой улыбкой на лице. Вы можете воспользоваться каретой Лусе, брат Даос Ли. Я пойду поймаю другую. Сказал Ши Чуанькун, прежде чем развернуться и уйти. Увидев это, Лусе с любопытством повернулся к Хань Ли, и Хань Ли, отмахнувшись, объяснил: не обращай на него внимания, у него есть другие дела. Продолжай водить меня по магазинам в городе. Лусе больше не задавал вопросов и сделал так, как ему сказали. Полдня пролетели как мгновение. В сопровождении Лусе Хань Ли посетил еще 5 или 6 магазинов, но продвигался гораздо медленнее, чем накануне, и ему удалось купить лишь менее сотни кусочков низкосортного теплого нефрита «Пурпурное солнце». Он вышел из магазина, нахмурив брови, затем поманил Лусе, велев ему идти в следующий магазин. Лусе подошел к нему с обеспокоенным выражением лица, держа в руке черный талисман для передачи голоса, и сказал: «Старше ли, вскоре после того, как вы вошли в тот магазин, ко мне подошел кто-то и попросил передать вам это». Хань Ли приподнял бровь, принимая талисман, а затем направил на него свое божественное чувство, после чего его зрачки мгновенно сузились. «Где тот человек, который дал тебе этот талисман?» Тут же спросил он, оглядываясь по сторонам, но не замечая никого достойного внимания. Лусе стало еще более не по себе от реакции Хань Ли, и он поспешно ответил. Он сразу же ушел, отдав мне этот талисман для передачи голоса, и сказал, что если ты хочешь с ним встретиться, то можешь пойти в чайную «Сливовый лес» впереди. Все в порядке, тебе не о чем беспокоиться. Отведи меня в чайную «Сливовый лес», велел Хань Ли. Лусе сделал так, как ему было сказано, а Хань Ли сидел в карете и задумчиво смотрел на талисман голосовой связи в своей руке. Талисман содержал очень лаконичное послание: «У меня есть информация о теплом нефрите пурпурного солнца». Вскоре в его глазах появился решительный взгляд, он убрал талисман, затем призвал фиолетовую нефритовую пластину и что-то коротко сказал в нее, прежде чем убрать ее. Вскоре карета остановилась перед чайным домиком. «Подожди меня снаружи», — велел Хань Ли, прежде чем войти в чайную. Дела шли не очень хорошо, и в чайной было всего 4 или 5 посетителей. К Хань Ли подошел официант, но он не обратил на него внимания, а вместо этого окинул взглядом посетителей чайного дома. В этот самый момент молодой человек в черной мантии поднялся на ноги и кивнул Хань Ли. «Спасибо, что пришли, брат Даос. Пожалуйста, пройдите со мной на 2-й этаж, где мы сможем поговорить наедине», — сказал молодой человек в черном одеянии, а затем повернулся и начал подниматься по лестнице. После недолгого раздумья Хань Ли последовал за ним, и они вдвоем вошли в кабинку, прежде чем сесть. «Это ты оставил мне этот талисман для передачи голоса?» — спросил Хань Ли, доставая черный талисман. «Все верно. Меня зовут Хэйлан. Это довольно важное дело, поэтому я использовал такой окольный путь, чтобы пригласить вас к себе», — ответил молодой человек в черной мантии, взмахнув рукавом и выпустив несколько маленьких черных флажков, которые образовали барьер из черного света, охвативший всю кабинку. По этому жесту Хань Ли сразу понял, что Хэйлан — истинный бессмертный. Кроме того, он был из расы демонов, как и Ши Чуанькун. Хань Ли не слишком удивился этому. За время, проведенное в городе, он повидал немало дьявольских созданий, среди которых были даже смертные. По словам Ши Чуанькуна, дьявольская раса и демонические звери в горном хребте 10 опасностей были заклятыми врагами, но город Черной Ласки был безопасным местом, где все существа могли сосуществовать в гармонии. В результате город стал огромным плавильным котлом для существ всех мастей, и было ясно, что именно этого и хотел король черных ласок. «Все в порядке. У вас действительно есть информация о теплом нефрите пурпурное солнце?» — прямо спросил Хань Ли. «Конечно. Иначе я бы не пригласил тебя сюда», — ответил Хэйлан с улыбкой. Услышав это, Хань Ли почувствовал легкое воодушевление, но выражение его лица осталось совершенно невозмутимым, когда он спросил: «Сколько у вас теплого нефрита пурпурного солнца? Если его мало, то мне это не интересно». «Не сомневайтесь, товарищ Даос, мой теплый нефрит, пурпурное солнце, определенно будет для вас в нужном количестве и надлежащего качества. Вот список моего товара. Если вам интересно, мы можем обсудить это подробнее»,
ответил Хэйлан, доставая нефритовый листок и протягивая его Хань Ли. Хань Ли многозначительно взглянул на Хэйлана, затем взял нефритовую табличку и вложил в нее свое божественное чувство. На его лице тут же появилось удивление. И действительно, на нефритовой табличке был представлен обширный каталог теплого нефрита «Пурпурное солнце», в который входило более 500 образцов низкого качества, от 40 до 50 образцов среднего качества и даже 2 образца теплого нефрита «Пурпурное солнце» высокого качества. Насколько мне известно, теплый нефрит «Пурпурное солнце» встречается крайне редко, и даже в лучших магазинах города можно найти только низкосортный. «Неужели у вас так много теплого нефрита «Пурпурного солнца»?» — спросил Хань Ли. «Я не из тех, кому нечем заняться, чтобы разыгрывать людей по таким пустякам. Будьте уверены, я даю вам слово». Уверенно ответил Хэйлан. «Хорошо, в таком случае сколько ты планируешь запросить за свой теплый нефрит?» — спросил Хань Ли. Хэйлан на мгновение задумался, прежде чем назвать цену. К большому удивлению Хань Ли, названная им цена оказалась совсем невысокой. На самом деле она была даже немного ниже рыночной. Похоже, здесь замешаны какие-то скрытые обстоятельства. Например, возможно, Хэйлан приобрел свой теплый нефрит «Пурпурное солнце» незаконным путем, из-за чего ему было сложно его продать, и именно поэтому он был готов предложить такую низкую цену. Сказав это, Хань Ли понял, что все это не имеет значения. Если бы он мог провернуть эту сделку, то сразу же покинул бы город Черной Ласки, получив теплый нефрит «Пурпурного солнца», так что последствия его мало волновали. «Хорошо, я возьму все, что у вас есть. У вас сейчас с собой теплый нефрит «Пурпурное солнце»? Если да, то я готов завершить сделку прямо сейчас», — сказал Хань Ли. «Прежде чем мы это обсудим, я должен сказать вам кое-что еще», — сказал Хэйлан. Конечно же, в этой истории был подвох, и Хань Ли подсказал: «Продолжай». Глава 789. Истинный облик. Я могу предоставить вам теплый нефрит, «Пурпурное солнце», который вы хотите. Однако, когда Хэйлан заговорил, на его лице появилось нерешительное выражение. «В чем проблема?» — спросил Хань Ли. «Проблема в том, что партия теплого нефрита «Пурпурное солнце» в настоящее время находится у кого-то другого, и...» «То есть ты ведешь со мной переговоры о сделке с использованием чужих акций?» — недовольно вмешался Хань Ли. «Кроме того, похоже, что они даже не в курсе того, что мы здесь обсуждаем, так что еще неизвестно, захотят ли они заключить эту сделку». Услышав это, Хэйлан сверкнул глазами и, ударив кулаком по столу, рявкнул: «Это неправда. У меня тоже есть доля в теплом нефрите «Пурпурного солнца». Все чашки на столе были опрокинуты, и чай растекся по всему столу. «Прошу прощения за то, что потерял самообладание», — сказал Хэйлан, скрывая ярость в глазах. «Все в порядке, просто расскажи мне, что происходит», — ответил Хань Ли. «Я могу заверить вас, что смогу убедить этого человека согласиться на названную мной цену и заключить с вами сделку. Однако мне понадобится ваша помощь. Если вы согласитесь помочь мне, мы сможем продолжить обсуждение, но если нет, то на этом все», — сказал Хэйлан. «Конечно, меня интересует такая выгодная сделка, но чем именно я могу вам помочь? Вы же не думаете, что я рискну, не зная всех обстоятельств?» — сказал Хань Ли, слегка нахмурив брови. «Здесь нет никакого риска, нам просто нужно использовать тактику ведения переговоров, чтобы заставить этого человека согласиться на сделку. Просто следуйте моим указаниям, и я могу заверить вас, что в процессе не будет никакой опасности», — пообещал Хэйлан. Хань Ли на мгновение задумался над предложением, а затем ответил: «Я могу помочь тебе, но при одном условии». «Давай, брат Даос», — подбодрил его Хэйлан. «Я уверен, что вы уже знаете, что я действую не один. У меня есть напарник, которого сейчас нет со мной, и если вы хотите, чтобы я вам помог, вам придется взять его с собой», — сказал Хань Ли. «Если таково ваше условие, то это не проблема. Чем больше людей на нашей стороне, тем лучше», — без колебаний ответил Хэйлан. Услышав это, Хань Ли на мгновение удивленно расширил глаза. Пока они с Ши Чуанькуном были вместе, он был уверен, что они смогут выбраться из любой затруднительной ситуации, если только в ней не будут замешаны культиваторы зенита небес, и ради пурпурного солнечного теплого нефрита стоило рискнуть. «В таком случае, давайте пойдем», — сказал Хэйлан, вставая с нетерпеливым выражением лица. Хань Ли тоже не хотел затягивать с этим делом, и они вдвоем быстро вышли из чайной, где их уже ждал Ши Чуанькун. «Почему ты позвал меня сюда в такой спешке, брат Ли?» — спросил Ши Чуанькун, взглянув на Хэйлана. Хань Ли вкратце пересказал Ши Чуанькуну свой разговор с Хэйланом с помощью голосовой связи.
В глазах Ши Чуанькуна тут же вспыхнул восторг, и он сказал, это очень выгодно для нас. Пожалуйста, показывайте дорогу, Даос Хэйлан. Пожалуйста, пойдемте со мной, братья Даосы. Кивнул Хэйлан и зашагал по улице, не останавливая повозку. Ши Чуанькун следовал за ним по пятам, оглядываясь по сторонам, и, казалось, беспокоясь, что Хэйлан замышляет что-то недоброе. Хань Ли уже собирался последовать за ними, как вдруг ему в голову пришла мысль. Он подозвал Лусе, стоявшего неподалеку, протянул ему 8 первоклассных дьявольских камней и сказал: «Спасибо тебе за усердную работу в последние 2 дня». Лусе был в восторге от такого количества первоклассных дьявольских камней и сразу же ответил с благодарностью в голосе: «Спасибо, старший». Хань Ли пренебрежительно махнул рукой и быстро догнал Ши Чуанькуна и Хэйлана. Они втроем свернули за несколько углов и прошли несколько улиц, прежде чем добрались до довольно обшарпанного магазина. Магазин располагался в довольно уединенном месте, но был довольно большим и казался немного неуместным. В тот момент в магазине, похоже, было не слишком много покупателей, и внутри не было ни одного клиента. За прилавком сидел только худощавый мужчина средних лет, который на что-то смотрел, и молодая сотрудница, которая раскладывала товар на полках. Тощий лавочник поднял глаза, услышав, как трио Хань Ли входит в магазин, затем натянул на лицо улыбку и поздоровался: «Добро пожаловать, уважаемые покупатели. Чем я могу вам помочь сегодня?» Хэйлан не обратил внимания на продавца, направляясь к полкам в магазине. Хань Ли тоже начал осматривать магазин и обнаружил, что, несмотря на его непримечательный вид, здесь продавалось несколько достойных вещей. Несмотря на то, что его только что проигнорировали, лавочник остался невозмутимым и вышел из-за прилавка, представившись: «Наш магазин специализируется на продаже материалов. Мы не самый лучший магазин в городе черных ласок, но у нас есть обширный каталог, который, я уверен, вас устроит». Пока он говорил, хозяин магазина незаметно наблюдал за Хань Ли, а Хань Ли наблюдал за ним. Пройдясь по магазину, Хэйлан остановился в углу и тихо спросил: «Ваш магазин тоже закупает материалы?» «Конечно, но мы не покупаем все, что попадается нам на пути. Все зависит от того, что вы можете продать», — ответил продавец. Хэйлан медленно достал шкатулку из черного нефрита, а затем приоткрыл ее, чтобы показать черную ветку, от которой исходили поразительные дьявольские колебания ци. Глаза худощавого владельца магазина тут же загорелись, но прежде чем он успел рассмотреть товар поближе, Хэйлан уже закрыл коробку и выглянул на улицу, давая понять, что здесь не место для разговоров. «Пройдемте со мной в заднюю комнату, товарищ Даос. Что касается этих 2 товарищей Даосов, то им придется немного подождать снаружи», — сказал худощавый владелец магазина. «У этих 2 моих друзей тоже есть вещи, которые они хотят продать», — сказал Хэйлан. Услышав это, Хань Ли перевернул ладонь и достал деревянный ящик. Ши Чуанькун сделал то же самое. Несмотря на то, что коробки были деревянными, изнутри исходила мощная аура. «В таком случае вы все 3 можете пойти со мной», — с улыбкой сказал продавец и повел троицу вглубь магазина. Хань Ли и Ши Чуанькун переглянулись, прежде чем последовать за ним. Вскоре они втроем оказались в изолированной комнате площадью от 70 до 80 квадратных футов. Худой лавочник сложил руки в замок, и над стенами комнаты мгновенно появился барьер из лазурного света, полностью отрезав ее от внешнего мира. Даже культиватор высшего зенита не сможет подслушать нас из-за этого ограничения, так что мы можем говорить здесь без каких-либо опасений», — заверил лавочник, жестом приглашая троицу Хань Ли сесть. Вместо того, чтобы сесть, Хань Ли посмотрел прямо на хозяина магазина и сказал с едва заметной улыбкой: «Ограничения здесь действительно весьма примечательные, но прежде чем мы начнем, не могли бы вы показать нам свое истинное лицо? У меня нет привычки общаться с марионетками». Услышав это, Ши Чуанькун и Хэйлан слегка изменились в лице, и после непродолжительного молчания дверь в комнату снова открылась, и оттуда вышел худощавый мужчина средних лет. «У тебя острый глаз, брат Даос. Теперь я еще больше хочу увидеть, что ты можешь предложить». В то же время на лице хозяина магазина появилось ошеломленное выражение, и он механически вышел из комнаты. «Твоя техника контроля над душой довольно сложна. Если бы я не практиковал похожую секретную технику в прошлом, я бы не смог ее распознать», — объяснил Хань Ли с легкой улыбкой. Он чувствовал, что владелец магазина находится на стадии золотого бессмертного, но у него было какое-то сокровище, скрывающее ауру, которое позволяло ему демонстрировать только уровень развития истинного бессмертного. Это немного успокоило Хань Ли. Если бы ему пришлось иметь дело только с золотым бессмертным, то реальной опасности не было бы. «Вы слишком добры, брат Даос. Пожалуйста, присаживайтесь», — сказал владелец магазина и сам сел. Хань Ли и Ши Чуанькун тоже сели, но Хэйлан остался стоять.
«Что-то не так, брат Даос?» — спросил лавочник, слегка нахмурив брови. «Это было настоящее испытание — добиться аудиенции у вас», — сказал Хэйлан, и на его лице появилась улыбка. «Что вы имеете в виду?» — озадаченно спросил продавец. «Давно не виделись, брат Гуань», — сказал Хэйлан, сложив руки, и по его телу внезапно пробежала серия извивающихся черных щупалец. В то же время выражение его лица начало быстро меняться, и он превратился в темнокожего молодого человека, выглядевшего крайне истощенным. В то же время его голос стал очень резким и хриплым. И Хань Ли, и Ши Чуанькун уже заметили, что Хэйлан переоделся, поэтому они не удивились, увидев это. Лан, ты еще жив?» — воскликнул владелец магазина с недоверием на лице. «Конечно, я все еще жив. Должен сказать, что ты обладаешь похвальным мужеством, раз продолжаешь оставаться в городе Черной Ласки, брат Гуань. Армия Черной Ласки ищет нас снаружи, а ты прячешься в городе. Самое опасное место иногда может быть самым безопасным», — сказал Хэйлан с улыбкой. Услышав это, лавочник на мгновение замер с убийственным выражением в глазах. «Советую тебе не строить никаких безумных планов, брат Гуань. Прежде чем прийти сюда, я уже подготовился к разным исходам, и если я не выйду из этого магазина через 2 часа, кто-нибудь сообщит обо всех твоих преступлениях армии Черной Ласки. Кроме того, учитывая, что здесь находятся эти даосы, тебе стоит хорошенько подумать, прежде чем что-то делать», — сказал Хэйлан, небрежно опустившись на стул. Услышав это, лавочник взглянул на Хань Ли и Ши Чуанькуна, и убийственный взгляд в его глазах угас, когда он спросил: «Зачем вы пришли ко мне?» Глава 790. Иволга, скрытая в тени. «Почему ты так холоден, брат Гуань? Мы ведь с тобой близкие друзья, не так ли? Что касается того, почему я пришел к тебе, то на самом деле эти 2 даоса хотели с тобой встретиться. Они хотят купить немного теплого нефрита «Пурпурное солнце» в городе Черной Ласки, поэтому я привел их сюда», — ответил Хэйлан, указывая на Хань Ли и Ши Чуанькуна. «Как в таком маленьком магазине, как мой, может быть что-то столь ценное, как теплый нефрит «Пурпурное солнце»? Если вы ищете теплый нефрит «Пурпурное солнце», я советую вам обратиться в более крупные магазины в городе», — сказал продавец с холодным выражением лица. Хань Ли ничего не ответил, а просто повернулся к Хэйлану, чтобы узнать, что тот хочет сказать. «Давай не будем терять время, брат Гуань. Все мы рисковали своими жизнями, чтобы заполучить эту партию теплого нефрита «Пурпурное солнце». На самом деле, Риси и Рисе даже погибли в процессе. Возможно, ты можешь заявить, что скрывался, чтобы обезопасить себя, но даже не думай присваивать весь теплый нефрит «Пурпурное солнце» себе», — сказал Хэйлан холодным голосом. «Как ты мог так сказать, Хэйлан? Неужели я такой человек в твоих глазах? Я думал, что вы 3 погибли, но теперь, когда вы пришли ко мне живыми и здоровыми, я, естественно, не собираюсь забирать весь теплый нефрит «Пурпурного солнца» себе. Но как ты мог рассказать об этом посторонним? Ты забыл клятву, которую мы дали вместе», — обвинил его лавочник, и на его лице появилось яростное выражение. «Мы действительно дали друг другу клятву, но ты лучше, чем кто-либо другой, знаешь, как погибли Риси и Рисе. Ты предал нас первым, так что не смей вспоминать о клятве, когда тебе это выгодно», — усмехнулся Хэйлан. «Хорошо. Давай не будем ворошить прошлое, Хэйлан. Просто скажи мне, чего ты хочешь», — сказал владелец магазина, и гневное выражение на его лице сменилось на спокойное. «Я предполагаю, что ты решил остаться в городе Черной Ласки по 2 причинам. Первая — спрятаться от армии Черной Ласки, а вторая — попытаться найти подходящего покупателя для теплого нефрита «Пурпурного солнца». Эти 2 даосов не из горного хребта 10 опасностей, и они очень богаты. Они оба приехали в город Черной Ласки, чтобы купить большое количество теплого нефрита «Пурпурного солнца», так что они идеальные покупатели. Я уже договорился с ними о цене, и я готов забыть о прошлом, если вы разделите со мной половину камней дьявольского происхождения», — сказал Хэйлан, доставая нефритовый слип и бросая его владельцу магазина. Владелец магазина поймал нефритовый слиток, затем вложил в него свое божественное чувство, после чего на его лице появилось задумчивое выражение. После недолгого молчания он сказал: «У меня нет возражений против этой сделки, но есть одно условие». «Продолжай», — подбодрил его Хань Ли. «Вы оба должны поклясться своими внутренними демонами, что покинете этот город сразу после того, как наша сделка будет завершена, и никогда никому не расскажете о том, что видели и слышали здесь», — сказал лавочник. «Все в порядке. Мы здесь только ради теплого нефрита «Пурпурное солнце» и не интересуемся ничем другим», — ответил Хань Ли, кивнув и обменявшись взглядом с Ши Чуанькуном.
После этого они оба быстро дали внутреннюю демоническую клятву в соответствии с просьбой владельца магазина. Выражение лица лавочника мгновенно смягчилось, когда он увидел это, и он, перевернув руку, достал фиолетовый браслет хранилища, положил его на стол и сказал: «Вы проявили ко мне большую искренность, так что я больше не буду отнимать у вас время. Это то, что вы ищете». Хань Ли перевернул руку, чтобы призвать 2 кольца хранилища, и положил их на стол, затем взял браслет хранилища и направил в него свое божественное чувство. Владелец магазина и Хэйлан также взяли по одному кольцу для хранения, прежде чем проверить их содержимое. Вскоре стало ясно, что никто не пытался их обмануть. «Теперь, когда сделка завершена, я больше не буду вас задерживать», — сказал лавочник. Хань Ли и Ши Чуанькун не собирались оставаться и сразу же встали, чтобы уйти. Хэйлан, казалось, стремился уйти еще больше, чем Хань Ли и Ши Чуанькун, и быстро вышел из комнаты, не сказав ни слова. Однако в этот самый момент над его головой без всякого предупреждения возникла полоса золотого цемеча, которая тут же устремилась вниз. Полоса цемеча появилась без всякого предупреждения и невероятно быстро рассекла тело Хэйлана на 2 части еще до того, как он успел поднять голову. Выражения лиц Хань Ли и Ши Чуанькуна слегка изменились, когда они увидели это, и они тут же вернулись в комнату. На лице лавочника отразился ужас, когда он попытался снова активировать ограничение в комнате, но вся комната была разрезана пополам еще одной вспышкой золотого света меча. Сразу после этого вокруг троицы Хань Ли появилось около дюжины фигур в доспехах. Это были никто иные, как солдаты из армии Черной Ласки, и все они находились на стадии Золотого Бессмертного. Сразу после этого в воздухе появились 2 фигуры, которые начали снижаться. Одним из них был красивый молодой человек в белой мантии, на вид лет 20 с небольшим. В руках он держал белый складной веер. Его сопровождала прекрасная женщина в лазурной мантии. Ее глаза были закрыты, что, по-видимому, указывало на то, что она слепа. В руках она держала золотой длинный меч, от которого исходили лучи мечтательного золотого света, из-за чего было невозможно разглядеть, как выглядит меч. Оба они излучали невероятную ауру высшего зенита, и при виде их лавочник тут же в панике взмахнул рукавом. Черное пламя охватило его тело, а затем превратилось в гигантского огненного черного дьявола с 3 головами и 6 руками, ростом более 100 футов. Несмотря на то, что все его тело было охвачено черным пламенем, гигантский дьявол не излучал тепла. Вместо этого от него исходила ледяная аура. Внезапно он начал размахивать своими 6 кулаками, выпуская шквал огненных черных кулаков размером с мельничный жернов, которые обрушились на дюжину или около того закованных в броню фигур. В то же время он открыл 3 своих рта и выпустил 3 сгустка черного пламени в сторону 2 фигур, парящих в воздухе. После того, как он все это сделал, тело лавочника вспыхнуло желтым светом и начало погружаться в землю. На лице молодого человека в белой мантии появилась холодная усмешка, но он ничего не предпринял. Тем временем рука женщины в лазурной мантии едва заметно шевельнулась, и с поразительной скоростью вырвалась еще одна струя золотого меча. 3 шара черного пламени резко остановились в нескольких десятках футов перед ними, и все они были рассечены пополам, не успев пролететь мимо. В этот момент в землю погрузилась только нижняя половина тела лавочника, а верхняя внезапно упала на бок, мгновенно отделившись от туловища. Владелец магазина с безумным выражением лица повернулся к 2 фигурам и закричал: «Пожалуйста, простите меня, ваше высочество. Я позволил жадности взять верх над здравым смыслом. Я готов вернуть весь украденный мной теплый нефрит пурпурного солнца, а также готов подписать с вами контракт на службу». Молодой человек в белом одеянии взмахнул рукой, и в воздухе вспыхнула алая полоса, которая мгновенно пронзила лоб лавочника, словно кинжал. Голос лавочника тут же оборвался, а в глазах погас свет. Молодой человек в белом сделал приглашающий жест, и из лба лавочника вылетел малиновый свет, в котором была заключена его зарождающаяся душа. Зарождающаяся душа боролась изо всех сил, но безуспешно. Тебя определенно было нелегко выследить. Даже мой отец узнал об этом инциденте и строго отчитал меня, но ты все равно здесь и надеешься, что я тебя пощажу? Я буду мучить твою душу 10 000 лет, чтобы ты усвоил урок, усмехнулся молодой человек в белой мантии, прежде чем поглотить зарождающуюся черную душу. После этого он повернулся к Хань Ли и Ши Чуанькуну с легким беспокойством во взгляде. Они вдвоем стояли прямо между ним и владельцем магазина, но на них совершенно не повлияла только что произошедшая битва. «Кто ты такой и какое отношение имеешь к Гуаньшену и Хэйлану?» — спросил молодой человек в белой мантии, спускаясь на землю. «Мы просто покупатели, зашедшие в этот магазин, и мы не имеем никакого отношения к этим двоим. Мы уходим», — ответил Хань Ли, сжав кулак в прощальном жесте, а затем развернулся, чтобы уйти вместе с Ши Чуанькуном. Услышав это, молодой человек в белом одеянии яростно сверкнул глазами. Одна из фигур в доспехах тут же преградила Хань Ли путь и закричала:
Как ты смеешь? Ты знаешь, кто наш молодой господин? Как ты смеешь говорить с ним в таком дерзком тоне? Отойди в сторону. Бесстрастно сказал Ханли. Ты дурак, усмехнулся человек в доспехах. Если ты сдашься сейчас, возможно, тебя пощадят. Ему казалось просто смехотворным, что пара муравьев в стадии истинного бессмертия осмелилась вести себя так нагло, но он не решался напасть без приказа молодого человека в белой мантии. «Молодой господин, эти двое, должно быть, как-то связаны с Гуаньшеном и Хейланом, поэтому мы должны немедленно их схватить», — крикнул другой человек в доспехах. «Верно. Мы не знаем, сколько человек пробралось в шахту, и эти двое, скорее всего, их сообщники. Король черных ласок не позволяет нам без веской причины задерживать людей в городе, но мы, конечно, не можем просто так пощадить этих людей после совершения такого тяжкого преступления», — вмешалась третья фигура в доспехах. Друзья, эти главы, когда горы дьявольских камней ничего не значат перед железной волей владыки. Хань Ли и Ши Чуан Кун скрывают ауры и ищут теплый нефрит для умирающей плачущей души. В парящем павильоне демон дерева Мэйлань давит на них аурой, но Ши Чуан Кун высыпает 500 000 камней, ломая игру силы деньгами. Увы, чистого товара нет, владыка держит все в монополии. Хань Ли накладывает на мусорный камень гексагональную матрицу, разгоняя его до предела, чтобы выжать каплю жизни для спутницы. Мало. Они спускаются к теневым торговцам, но сделка рушится. Элитная стража владыки врывается сквозь барьеры и без единого слова стирает воров в пыль. Слепая мечница и юноша в белом на стадии высшего зенита доказывают, здесь золотой меч важнее любой суммы. Теперь единственный спасительный нефрит в руках палачей, а Хань Ли вынужден стоять среди них, притворяясь слабаком. Готовлю продолжение.